Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле скрывается за сияющим оптимизмом стрельцов? Какие страхи прячутся в глубине их души, мешая им двигаться вперед? Сегодня мы раскроем все тайны, которые так тщательно скрывают представители этого знака. Вас ждут невероятные откровения и советы, которые помогут стрельцам справляться с их скрытыми страхами и находить путь к гармонии. Не переключайтесь, потому что впереди вас ждет самое интересное. Подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, чтобы получать тайную информацию о вашем знаке и еще больше астрологических секретов. Стрельцы – один из самых ярких и энергичных знаков зодиака, полные стремления к новым открытиям и приключениям. Но за этой видимой уверенностью скрываются страхи, которые могут тормозить их на пути к счастью. Наш сегодняшний выпуск на канале Астрологии Мудрости раскроет 25 самых глубоких страхов стрельцов, а также как с ними справляться, используя силу астрологии, движение планет и магию чисел. Каждому страху мы предложим мощные аффирмации и кармические советы, которые помогут вам освободиться от ограничений и начать жить в полной мере. Оставайтесь с нами, вас ждет тайная астрологическая мудрость, которая изменит вашу жизнь. Первый страх – это страх потерять свободу. Для стрельца, рожденного под огненной стихией Юпитера, свобода – это воздух, без которого он не может существовать. Они боятся быть связанными обязательствами или стесненными обстоятельствами. Юпитер символизирует расширение и рост, поэтому стрельцы всегда стремятся к новым горизонтам. Как справиться с этим страхом? Важно осознать, что свобода начинается внутри. Даже в ситуациях, когда обстоятельства кажутся ограничивающими, ваша внутренняя свобода остается неприкосновенной. Кармический совет: каждый выбор, который вы делаете, приближает вас к вашей истинной свободе. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Я свободен в своих мыслях и решениях, и моя свобода начинается с моего внутреннего мира». Визуализация: представьте, как вы летите на огромном воздушном шаре, который поднимает вас выше всех преград. Второй страх – это страх быть непонятым. Стрельцы любят делиться своими идеями и взглядами на жизнь, но иногда они боятся, что их не поймут или не оценят по достоинству. Стрельцу нужно учиться доверять своему мнению и не зависеть от внешнего одобрения. Этот страх связан с планетой Меркурий, которая отвечает за коммуникацию. Кармический совет: истина внутри вас сильнее, чем мнение окружающих. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Я уверен в своих словах и мыслях, и они находят отклик в мире». Визуализация: представьте, что ваши слова – это свет, который распространяется во все стороны и касается сердец людей, с которыми вы общаетесь. Третий страх – страх провала. Стрельцы всегда стремятся к высоким достижениям и могут бояться, что их усилия не принесут желаемого результата. Юпитер, планета удачи и расширения, часто дает стрельцам высокие амбиции, но это же и делает их уязвимыми перед неудачами. Кармический совет: поражения – это уроки, которые ведут вас к еще большему успеху. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: каждая моя неудача приближает меня к успеху и помогает мне расти. Визуализация: представьте, как каждое препятствие, которое вы преодолеваете, становится ступенью на лестнице к вашим мечтам. Четвертый страх – это страх рутинной жизни. Огненный стрелец не терпит однообразия и всегда стремится к новым ощущениям. Однако страх рутины может парализовать их действия. Здесь важно понять, что не обязательно жить в постоянном движении, чтобы быть счастливым. Кармический совет: даже в рутине можно найти моменты радости и роста. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: каждый день приносит новые возможности для роста и радости, даже в привычных делах. Визуализация: представьте, как каждая ваша ежедневная задача – это новая глава в вашей великой истории. Пятый страх – страх упустить возможности. Стрельцы боятся, что они могут пропустить что-то важное, не успеть воспользоваться шансом. Это чувство часто подогревается их стремлением к приключениям и новизне, но оно также может создавать беспокойство. Кармический совет: все возможности приходят в нужное время, и Вселенная всегда предоставляет вам то, что вам нужно. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: все возможности приходят ко мне вовремя, и я готов принять их с благодарностью.
Визуализация: представьте, что вы стоите на перекрестке дорог, и каждая из них ведет к новому удивительному приключению. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в тайные страхи и переживания знака зодиака Стрелец. Шестой страх. Страх ответственности. Стрельцы любят свободу, но иногда избегают обязательств, опасаясь, что они могут ограничить их. Этот страх может мешать им брать на себя важные роли в жизни. Кармический совет. Ответственность не ограничивает вашу свободу, она помогает вам раскрыть свою силу. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я принимаю ответственность за свою жизнь и понимаю, что это делает меня сильнее. Визуализация: представьте, как вы уверенно держите в руках факел, освещая свой путь и пути других. Седьмой страх. Страх одиночества. Несмотря на их независимый характер, стрельцы глубоко внутри боятся остаться в одиночестве. Они могут скрывать этот страх за внешней уверенностью, но это часто мешает им строить близкие отношения. Кармический совет. Одиночество – это иллюзия, ваша связь с миром всегда сохраняется. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я всегда окружен любовью и поддержкой, даже когда нахожусь один. Визуализация: представьте, как невидимые нити связывают вас с людьми, которые вам дороги, создавая вокруг вас сеть любви и поддержки. Восьмой страх. Страх конфликтов. Стрельцы, будучи огненным знаком, не любят ссор и стремятся избегать конфликтных ситуаций, боясь разрушить отношения. Однако, избегая конфликтов, они могут накапливать внутреннее напряжение. Кармический совет: конфликты – это не всегда плохо, они могут помочь очистить и укрепить ваши отношения. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я решаю конфликты с мудростью и любовью, они приносят мне внутренний рост. Визуализация: представьте, как каждая конфликтная ситуация растворяется в свете вашего внутреннего мира. Девятый страх. Страх не соответствовать ожиданиям других людей. Стрельцы часто стараются угодить окружающим и могут бояться, что они не оправдают надежды других людей. Это связано с влиянием Венеры, планеты, которая отвечает за гармонию в отношениях. Кармический совет: ваши истинные друзья и партнеры ценят вас за то, кто вы есть, а не за то, что вы делаете. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я достаточно хорош, таким, какой я есть, и меня принимают таким в мире. Визуализация: представьте, как вокруг вас формируется круг людей, которые любят и поддерживают вас безусловно. Десятый страх. Страх перемен. Стрельцы, несмотря на свою страсть к приключениям, иногда боятся больших изменений в жизни. Это может быть связано с их внутренним стремлением к стабильности. Кармический совет: изменения – это естественная часть жизни, которая открывает новые возможности. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я с радостью принимаю изменения и вижу в них новые возможности для роста. Визуализация: представьте, как вы стоите на пороге новой жизни, и светлые перспективы открываются перед вами. Одиннадцатый страх. Страх ответственности за других людей. Стрельцы боятся, что, взяв на себя обязательства за благополучие других, они потеряют свою свободу. Здесь важно понять, что помощь другим – это не ограничение, а путь к личному росту. Это связано с энергией Сатурна, планеты кармы и обязательств, которая учит нас брать на себя ответственность. Кармический совет: помогая другим, вы создаете хорошую карму, которая возвращается вам в виде поддержки и удачи. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я с любовью беру на себя ответственность за других и понимаю, что это открывает новые возможности для моего роста. Визуализация: представьте, как вы поддерживаете других, а потом это возвращается к вам в виде благодарности и добрых поступков. 12-й страх. Страх потери цели. Стрельцы всегда движутся вперед и боятся, что однажды они потеряют смысл или цель в жизни. Юпитер, управляющий планетой Стрельца, символизирует расширение, а это значит, что для этого знака важно постоянно искать новые горизонты. Кармический совет: даже если вы временно потеряли цель,
Ваша душа знает направление, и каждый шаг приближает вас к вашему предназначению. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя душа всегда ведет меня к правильной цели, даже если я не вижу этого в данный момент. Визуализация. Представьте, как впереди вас появляется яркий свет, который ведет вас к новому смыслу жизни. 13. Страх. Страх быть отвергнутым. Как и любой огненный знак, стрелец боится, что его открытость и честность могут оттолкнуть людей. Однако, этот страх нужно принять как часть жизни и научиться справляться с ним. Кармический совет. Иногда отвержение – это знак того, что вы двигаетесь не в том направлении, и вам следует пересмотреть свои приоритеты. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я принимаю, что не всем нужно нравиться, и это помогает мне стать ближе к тем, кто ценит меня по-настоящему. Визуализация. Представьте, что люди, которые вас не понимают, уходят, освобождая место для тех, кто поддерживает вас. 14. Страх. Страх оказаться в неправильном месте. Стрельцы, с их любовью к путешествиям и новизне, иногда боятся, что они делают неправильный выбор в жизни, что может лишить их важных возможностей. Это связано с влиянием Луны, которая символизирует эмоции и интуицию. Кармический совет. Доверьтесь своей интуиции, она всегда ведет вас туда, где вы должны быть. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я всегда нахожусь в правильном месте в нужное время, и моя интуиция ведет меня по жизни. Визуализация. Представьте, что каждый ваш шаг подсвечивается светом Луны, показывающей вам правильное направление. 15. Страх. Страх стать зависимым от других. Свобода – ключевая ценность для стрельцов, и страх потерять ее в отношениях или работе может привести к избеганию обязательств. Кармический совет. Истинная свобода заключается в балансе между независимостью и взаимной поддержкой. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я сохраняю свою свободу в любых отношениях, уважая свою независимость и независимость других. Визуализация. Представьте, как вы находитесь в кругу людей, и все они уважают вашу свободу и индивидуальность. 16. Страх. Страх перед критикой. Стрельцы – открытые и искренние люди, но они могут бояться осуждения или критики, особенно если их идеи не принимаются окружающими. Кармический совет. Критика – это возможность для личного роста, если принять ее как урок. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я принимаю критику с мудростью и вижу в ней возможности для совершенствования. Визуализация. Представьте, что критические слова растворяются в свете, и вы видите только те, которые помогают вам стать лучше. 17. Страх. Страх потерять страсть. Стрельцы – страстные и энергичные люди, и они могут бояться, что однажды их огонь погаснет. Этот страх связан с их глубокой потребностью постоянно чувствовать себя живыми и вдохновленными. Кармический совет. Страсть – это не только внешний огонь, но и внутренний источник энергии, который вы можете поддерживать осознанностью и любовью к жизни. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя страсть к жизни неисчерпаема, она питается моей внутренней энергией и вдохновляет меня каждый день. Визуализация. Представьте, что внутри вас горит яркий огонь, который никогда не угасает и всегда поддерживает вас. 18. Страх. Страх перед временем. Стрельцы могут бояться, что время уходит, и они не успеют сделать все, что задумали. Этот страх связан с Сатурном, планетой времени и ограничений, которая учит нас ценить каждый момент. Кармический совет. Каждый момент жизни уникален, и вам не нужно спешить, чтобы жить полной жизнью. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я принимаю время как мудрого учителя, и каждый момент моей жизни приносит мне радость и мудрость. Визуализация. Представьте, что время течет плавно, как река, и вы гармонично плывете по его течению, наслаждаясь каждым мгновением. 19. Страх. Страх потерять веру. Стрельцы – оптимисты, но иногда они боятся, что потеряют свою веру в лучшее будущее. Этот страх может возникнуть, когда они сталкиваются с трудностями, которые кажутся непреодолимыми. Кармический совет. Вера – это не просто надежда, а глубокое внутреннее знание того, что все происходит на благо. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя вера в жизнь и ее процессы непоколебима, и я всегда вижу свет даже в самых темных моментах.
Визуализация. Представьте, что перед вами стоит крепкий маяк, который освещает путь в любую погоду и показывает вам дорогу, даже когда кажется, что все потеряно. 20. Страх. Страх быть несправедливо осужденным. Стрельцы всегда стремятся к справедливости и правде, поэтому они могут бояться, что их действия или слова будут неверно интерпретированы. Кармический совет. Ваша истина всегда найдет путь, чтобы быть услышанной. Не бойтесь временных недоразумений, они лишь испытания на пути. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя правда всегда находит свое место в мире, и справедливость всегда торжествует. Визуализация. Представьте, как ваша истина – это золотая монета, которую вы держите в руках, и со временем она становится все ярче и ценнее в глазах окружающих. 21. Страх. Страх быть забытым. Стрельцы стремятся оставлять след в жизни, и страх того, что их вклад останется незамеченным, может тревожить их. Это связано с влиянием Солнца, которое символизирует личное «я» и стремление к признанию. Кармический совет. Ваши действия важны, даже если результат их не всегда виден сразу. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя жизнь оставляет значительный след в мире, и мои поступки важны. Визуализация. Представьте, как каждый ваш шаг оставляет светящийся след, который освещает путь другим людям. 22. Страх. Страх потерять друзей. Стрельцы ценят дружбу и боятся разрывов отношений, особенно если это связано с их путешествиями и поисками нового. Кармический совет. Настоящие друзья остаются с вами, несмотря на расстояние и изменения. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я привлекаю в свою жизнь только истинных друзей, которые поддерживают меня на каждом этапе пути. Визуализация. Представьте, как вокруг вас создается круг друзей, которые обнимают вас своей поддержкой, независимо от того, где вы находитесь. 23. Страх. Страх не реализовать свои мечты. Стрельцы постоянно стремятся к новым высотам, но могут бояться, что никогда не достигнут того, о чем мечтают. Этот страх можно преодолеть, если осознать, что каждый шаг на пути к мечте – это уже успех. Кармический совет. Мечты реализуются шаг за шагом, и важно радоваться каждому этапу пути. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я реализую свои мечты с каждым шагом, который приближает меня к цели. Визуализация. Представьте, как ваша мечта – это звезда, которая становится все ближе с каждым днем. 24. Страх. Страх потерять семью. Для стрельцов, несмотря на их стремление к свободе, семья остается важной частью жизни, и страх разлуки или утраты близких может стать значительным. Это связано с влиянием Венеры, которая отвечает за семейные узы и гармонию в отношениях. Кармический совет. Цените моменты, проведенные с семьей, и будьте открыты для любви, даже если жизненные пути иногда вас разъединяют. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Моя семья – это моя поддержка, и наша связь крепка независимо от расстояний. Визуализация. Представьте, как каждый член вашей семьи связан с вами невидимой нитью любви, которая остается прочной при любых обстоятельствах. 25. Страх. Страх потери контроля. Стрельцы могут бояться, что жизнь выйдет из-под их контроля, и они не смогут управлять своим будущим. Это связано с влиянием Плутона, планеты трансформации, которая учит нас отпускать контроль и доверять процессам жизни. Кармический совет. Иногда лучше отпустить контроль и позволить жизни вести вас, зная, что все происходит на благо. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я доверяю жизни и знаю, что все процессы разворачиваются для моего наивысшего блага. Визуализация. Представьте, как вы плывете по спокойной реке, позволяя ее течению вести вас к светлому и гармоничному будущему. Для стрельцов, стремящихся к личной свободе и постоянному развитию, важно осознать, что любые страхи могут быть результатом дисгармонии между личными целями и движением планет. Когда Юпитер, планета удачи и расширения, ретрограден, стрельцы могут ощущать замедление своих начинаний. Это время подходит для пересмотра своих намерений и целей. Чтобы победить страх, важно обратиться к нумерологии. Число 3, связанное с Юпитером, поможет привлечь энергию роста. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. В дни ретроградного Юпитера зажгите фиолетовую свечу, свет Юпитера, и напишите на бумаге свои намерения.
Повторяйте их трижды в день на протяжении недели. Победа над страхами может быть достигнута через понимание влияния лунных циклов. Когда Луна находится в фазе убывания, стрельцы часто ощущают снижение энергии и могут погружаться в сомнения. Чтобы преодолеть это состояние, рекомендуется практиковать медитацию на Луну, заряжая свои мысли на избавление от негативных эмоций. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Каждую ночь в убывающую Луну проводите очищающие ритуалы, зажгите белую свечу, представьте, как ее свет очищает ваш разум, и мысленно отпустите все страхи, представляя их уносимыми ветром. Марс, планета энергии и действия, управляет нашей силой воли и способностью преодолевать препятствия. Когда он входит в напряженные аспекты с другими планетами, стрельцы могут чувствовать агрессию или беспокойство. Чтобы справиться с этим, стоит направить энергию Марса на физическую активность. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Утром, когда Марс находится в активной позиции, займитесь любой физической нагрузкой. Представляйте, что каждый ваш шаг помогает избавиться от страха, а пот – это освобождение от негативных эмоций. Иногда страхи могут быть вызваны кармическими задачами, которые стрельцы несут с прошлых жизней. Астрология учит нас, что прошлое, связанное с южным узлом Луны, может проявляться в виде страхов и нерешенных вопросов. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Для преодоления этих кармических страхов нужно провести практику прощения себя и людей из прошлого. Напишите письмо самому себе из прошлого, где простите себя за все ошибки. Затем сожгите это письмо при восходе Луны. Планета Сатурн, которая отвечает за дисциплину и ограничения, может заставлять стрельцов бояться, что они не достигнут своих целей. Сатурн учит нас терпению и упорству, и этот урок особенно важен для стрельцов. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Когда Сатурн ретрограден, постарайтесь каждый день уделять 15 минут работе над своими долгосрочными целями, визуализируя, как Сатурн помогает вам с каждым шагом. Зажгите черную свечу, цвет Сатурна, и сфокусируйтесь на своей цели. Меркурий, планета, отвечающая за мышление и общение, в периоды ретроградности может создавать ощущение путаницы и страха быть непонятым. Для стрельцов это может быть особенно актуально, так как они часто стремятся делиться своими идеями. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. В дни ретроградного Меркурия займитесь письменными практиками. Каждый вечер записывайте все страхи и сомнения, которые приходят в голову, а утром сжигайте лист бумаги, представляя, как ваши страхи исчезают вместе с дымом. Когда Венера образует сложные аспекты, стрельцы могут испытывать страх одиночества или недопонимания в отношениях. Венера учит нас любви и гармонии, и ее энергия может помочь восстановить баланс. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Во время активного венерианского дня, пятницы, зажгите розовую свечу и окружите ее розовыми лепестками. Повторите трижды: «Любовь окружает меня, и я открыт для нее». Этот ритуал поможет направить энергию Венеры на преодоление страхов в отношениях. Для стрельцов важен ритм планетарного движения, особенно аспекты Юпитера, их управляющей планеты. Когда Юпитер в гармонии с другими планетами, это время для того, чтобы вернуться к своим страхам и пересмотреть их. Юпитер наделяет стрельцов способностью взглянуть на свои страхи с философской точки зрения. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. В периоды, когда Юпитер создает позитивные аспекты, проводите утренние медитации, сосредотачиваясь на том, как каждая планета поддерживает вас в вашей борьбе с внутренними страхами. Иногда страхи стрельцов могут быть связаны с незнанием своего пути или предназначения. Здесь важно обратиться к нумерологии. Совет. Число, которое поддерживает стрельца в их поисках. Это 9. Оно символизирует мудрость, завершение и понимание жизненного цикла. Если вы ощущаете страх перед будущим, носите с собой талисман с числом 9, чтобы он помогал вам обрести ясность. Управление страхами также возможно через использование природных элементов, связанных со стихиями огня, основной стихии стрельцов. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого. Проводите огненные медитации. Визуализируйте, как пламя очищает вашу душу от страхов, сжигая их до самого основания. Зажгите красную свечу и произнесите:
Огонь очищает меня, и я свободен от страха. Этот ритуал можно проводить каждую неделю в дни, связанные с Марсом. Стрельцы могут победить свои страхи, используя силу драгоценных камней. Топаз, основной камень для стрельцов, помогает в борьбе с неуверенностью и страхом. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого: носите топаз на себе в качестве талисмана или украшения. В моменты сомнений держите его в руке и произнесите: «Топаз приносит мне уверенность и отвагу». Часто страхи связаны с отсутствием ощущения защиты. Для стрельцов особенно полезно использовать амулеты, связанные с символикой планет. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого: создайте амулет с изображением Юпитера или его символа и носите его при себе. В моменты, когда страхи начинают одолевать, прикасайтесь к амулету и повторяйте: «Юпитер защищает меня и ведет меня вперед». Ключ к победе над страхами для стрельцов заключается в использовании своего интуитивного дара. Астрология учит нас доверять своим ощущениям и интуиции, особенно когда дело касается личных страхов. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого: каждое утро после пробуждения проведите 5 минут в медитации, сосредотачиваясь на дыхании. Представляйте, как ваша интуиция раскрывается и помогает вам определить, какие страхи сегодня можно победить. Иногда стрельцы могут чувствовать страхи перед глобальными изменениями. Совет: для этого необходимо подключить знания астрологических аспектов Урана. В моменты, когда Уран активен, стрельцы могут использовать кристаллы аметиста, который помогает адаптироваться к переменам. Ритуал: носите аметист при себе и повторяйте: «Изменения ведут меня к лучшему, и я принимаю их с открытым сердцем». Кармические законы учат нас, что страхи могут быть результатом нерешенных вопросов из прошлого. Ритуал, который рекомендуется проводить для этого: обратитесь к медитации на кармические связи. Представьте, что все нерешенные вопросы сжигаются светом звезд. Повторяйте: «Моя карма чиста, и страхи прошлого меня больше не тревожат». Знания о планетах, стихиях и кармических задачах дают стрельцам мощный инструмент для преодоления любых страхов. Постоянная практика ритуалов, медитация и использование камней позволит вам не только избавиться от страхов, но и привлечь в свою жизнь гармонию и счастье. Преодоление страхов для стрельца – это путь к духовному развитию и внутренней свободе. Каждое препятствие на этом пути – возможность для роста и мудрости. Используя силу аффирмации, визуализации и кармических советов, стрелец может научиться трансформировать свои страхи в силу и вдохновение. Важно помнить, что страхи – это лишь временные препятствия, которые помогают нам глубже понять себя и наш путь в этом мире. Дорогие зрители, если вам понравился этот выпуск, не забудьте подписаться на наш канал «Астрология мудрости». Поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий ниже. Если мы наберем 6000 лайков, то в следующем видео я расскажу вам, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Не упустите шанс узнать еще больше астрологических тайн и секретов. Продолжение следует.